Как на ядерном вулкане. Вчера БелАЭС в очередной раз прекратила свою работу. По свидетельствам очевидцев, накануне этого на атомной станции творилось что-то невообразимое. Крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 килограмм, взлетели в воздух примерно на 50 метров. Некоторые из них были сорваны. В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили. Более того, официальные структуры постарались убедить граждан, что летающие над ядерным реактором конструктивные элементы – это плановое мероприятие. Однако позднее чиновники все же подтвердили информацию об остановке первого энергоблока. Стоит отметить, что в последний раз столь масштабный выход оборудования из строя произошел 12 лет назад на Лукомльской ГРЭС. Тогда без электричества осталась половина Беларуси. Вот только на тот момент электростанция эксплуатировалась уже более 40 лет, а БелАЭС ввели в эксплуатацию менее месяца назад. По мнению специалистов в области энергетики, столь частые поломки на абсолютно новой станции могут быть лишь свидетельством того, как много нарушений было допущено при проектировании и монтаже. Денег нет, но вы лечите. Медицинское сообщество бьет тревогу. Сотрудникам столичных поликлиник нечем платить премии. Речь идет о вознаграждении за работу во время пандемии. Ковидные выплаты медработникам во многих лечебных учреждениях задерживают, а где-то и вовсе не будут выплачивать. Данная проблема коснулась нескольких десятков медучреждений. А тем временем самопровозглашенный президент продолжает ездить по больницам, где лечат людей с коронавирусной инфекцией. Сегодня он посетил Витебский областной роддом. И по традиции сделал это весьма феерично. Кинологи, снайперы и саперы активно очищали территорию от всего небезопасного, а дворники от снега. И все только ради одного важного ревизора, который даже не посчитал нужным надеть маску. И это в месте, где находятся беременные женщины с вирусной инфекцией. Неудивительно, что при виде Лукашенко ребенок тут же расплакался. В своей речи перед медработниками бывший президент заявил, что, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, у него все под контролем и беспокоиться нечего. Только вот у работников Жлобинской районной больницы насчет ситуации под контролем совсем иное мнение. Там всем миром пытаются собрать деньги на кислородные концентраторы, которых катастрофически не хватает. Очень надеемся, что посещение районных больниц у Лукашенко в планах тоже имеется. Спортивная солидарность в действии. У репрессированных белорусских спортсменов все же появилась возможность принять участие в Олимпийских играх в Токио, которые состоятся в следующем году. Речь идет о спортсменах, которые из-за своих политических убеждений были лишены стипендий, а также возможности тренироваться у себя на родине. Теперь они могут получить олимпийские лицензии за пределами Беларуси. А поможет им в этом Фонд спортивной солидарности совместно с Международным олимпийским комитетом. Для этого фонд собрал уже порядка 100 тысяч евро, и процесс сбора помощи продолжается. Интересно другое, кого на соревнования отправит Национальный олимпийский комитет. Наверное, спортсменов, подписавших на днях петицию в поддержку Лукашенко, большинство из которых впоследствии оказались фейковыми. Напомним, что ранее более 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Многие из них были уволены или подверглись жестокому давлению со стороны властей. Массовое увольнение силовиков. За последние 3 месяца из силовых органов уволились более 100 сотрудников. И это только в Минске. Такой информацией поделился представитель инициативы «Байпол» Игорь Лобан. По его словам, количество силовиков, которые подают заявление об увольнении после августовских событий, растет ежемесячно. Только за ноябрь УВД Мингорисполкома лишился около 30 бойцов. Очевидно, груз тяжелых преступлений, которые сотрудники ОМОНа вынуждены совершать против собственного народа, для многих становится невыносимым. Напомню, что инициатива «Байпол» является объединением сотрудников силовых структур, которые не запятнали себя в совершении преступлений перед своим народом. В последнее время в распоряжении инициативы оказывается все больше доказательств того, что в рядах преступной армии Лукашенко не существует единства мнений. И силовиков, которые сомневаются в правильности своего выбора, с каждым днем становится все больше. За достойный образ жизни. Правозащитный центр «Весна» и ее председатель Олесь Беляцкий получили престижную международную премию Right Livelihood Award, более известную как альтернативная Нобелевская премия. Такой престижной награды удостоились белорусские правозащитники за роль в борьбе за демократию и права человека. Важно отметить, что данную премию белорусы получают впервые. Торжественное награждение состоялось 3 декабря в Стокгольме. Во время своего выступления Олесь Беляцкий заявил, что в адрес правозащитников
правозащитного центра постоянно поступают угрозы со стороны властей. Только за этот год 18 членов и волонтеров «Весны» подверглись арестам и задержаниям. Вот уже третий месяц за решеткой остаются координаторка волонтерской службы Марфа Рабкова и волонтер Андрей Чапюк. Им грозит до нескольких лет лишения свободы. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, а также YouTube, Twitter и Instagram. Все ссылки мы оставим в описании к этому видео. Берегите себя и живи Беларусь!